Я уже как-то рассказывал об игре под названием The Pass. В прямом смысле слова это даже не игра, а скорее аудиовизуальный арт-объект, поданный нам в виде игры, которая лишена всего того, к чему мы привыкли в подобного рода развлечениях. Внятного сюжета, четкой цели и самого геймплея как такового. И вот в моем повествовании об этом причудливом творении я забыл упомянуть немаловажную вещь. Тропа максимально открыта к интерпретациям. Дело в том, что The PS это артхаус от мира игр, и даже само определение артхауса как жанра довольно сложно и размыто, что уже говорить о повествовании, смысле и форме его представителей. Что можно сказать точно, это то, что у любого артхаусного произведения есть цель, и ею является не прямая передача зрителю точного и четкого содержания или идеи, а скорее задача вызвать чувства и эмоции, которые, возможно, подтолкнут на мысли, ведущие к собственной трактовке увиденного. Ваше видение может не совпадать с авторским, если автор вообще изначально закладывал хоть какой-то смысл в свое произведение. Атмосфера, символизм, сюрреализм, камерность, театральность, рефлексия– те инструменты, которые помогают создателю в своем творчестве создать флёр глубокого, загадочного и философского произведения, даже если оно таковым не является. Недосказанность, таинственность и сюрреализм как раз и создают почву для свободного толкования, что зачастую всецело приветствуется автором. Любое мнение имеет место быть, и каждое можно воспринимать как правильное, ибо так, скорее всего, и задумано. Поэтому поклонники того или иного произведения с особой дотошностью разбирают все детали истории, анализируют персонажей и их характеры, ищут скрытые смыслы и строят порой самые невероятные теории. Не остались в стороне и почитатели The Pass. Вот уже 11 лет они с маниакальным фанатизмом под лупой рассматривают каждый пиксель любимой игры, выстраивая самые невероятные представления о дорогой сердцу вселенной. Поэтому я хочу представить вашему вниманию то, о чем я забыл хотя бы вскользь упомянуть в предыдущем видео – фанатские теории. Я отобрал некое количество необычных, очевидных, сумасшедших, распространенных, удивительных и традиционных мнений, так или иначе касающихся лора тропы. Но прежде чем познакомить вас с ними, я хотел бы кратко пересказать, что представляет собой The Pass, если не копать в глубину и не препарировать ее под микроскопом. Короче, про то очевидное, что понятно при беглом взгляде, если не лезть в дебри и не вдаваться в подробности. Сюжет о Красной Шапочке, маленькой девочке, которая по велению матери отправляется в гости к бабушке через темный и опасный лес и по пути встречает большого и страшного волка, известен в народной европейской культуре еще в средние века. Французский писатель и поэт Шарль Перро литературно обработал данную сказку, убрав жестокие натуралистичные моменты, которыми изобиловал фольклор того времени, добавив в сюжету явную мораль, которая не так четко прослеживалась в оригинале. Примерно через 100 лет после смерти Перо сказку услышали известные исследователи немецкой культуры Якоб и Вильгельм Гримм и записали ее в том виде, в котором мы ее знаем и поныне. Сказание о Красной Шапочке стало основой для многих произведений в массовой культуре, литературе, кино, изобразительном искусстве, где сказка неоднократно видоизменялась и творчески переосмыслялась под стать авторскому замыслу и веянию времени. Не остались в стороне и видеоигры, одну из которых я, собственно, сегодня разбираю. The Pass– это собственное видение истории о Красной Шапочке бельгийской инди-студии Tale of Tales. В их интерпретации шапочек не одна, а 6. Они сестры с разницей в возрасте примерно в 2 года, с собственным характером, увлечениями и видением мира. Каждый из них имеет какой-нибудь элемент одежды красного цвета, а их имена обозначают какой-либо из его оттенков. У них есть бабушка, которая живет в небольшом домике посреди лесной чащи. Бабушка старенькая и больная, поэтому ее необходимо навещать. С этого и начинается игра. Мы выбираем одну из девочек и направляемся в гости к бабушке. К ее домику ведет прямая и безопасная залитая солнцем тропа. По бокам находится темный пугающий лес. Текст на экране предупреждает нас: иди к дому, где живет бабушка, и не сходи с тропинки.
Если послушаться указания и идти прямиком к жилищу старушки, то нас ждет неудача, то есть мы проиграем. И все начнется сначала, придется снова убирать девочку и снова отправляться в гости к пожилой родственнице по уже знакомой тропе. Зная, что прямой путь ведет к поражению, возникает мысль, что в лес все-таки необходимо свернуть. Углубившись в лесную чащу, мы замечаем, что изначальная безопасная дорога просто растворяется в темноте, и вернуться самостоятельно на нее уже невозможно. Вывести обратно на тропу может только девочка в белом платье, которая играет в лесу. Но возвращаться нет смысла, ибо мы уже знаем, что это неверная цель. Блуждая среди деревьев, мы изредка будем находить предметы, которым, казалось бы, тут не место. Это и разбитая машина, старая ванна, телевизор, колодец и много чего еще. Почти у каждой девочки при виде этих вещей будут возникать какие-либо мысли и ассоциации, зачастую весьма размытые. Наблюдая за размышлениями героинь, можно лучше понять их личности и составить представление об их характерах. Рано или поздно наш персонаж повстречает волка. Под волком имеется в виду не обязательно хищное животное, это может быть человек или природное явление. После подобной встречи героиня переживает смерть, но не в прямом, а скорее метафоричном плане. После этого она оказывается под дождем около домика бабушки и очень медленно идет по направлению к нему. Оказавшись внутри жилища, девочка может наблюдать то, что можно описать словосочетанием «психоделический ад». Это словно концентрат из тревожных мыслей, страхов и проблем героини. Пробравшись через все это в комнату бабушки, персонаж еще раз переживает свою смерть, указанную нам скорее символично, и все, мы видим экран с надписью «Успех». Далее мы выбираем следующую девочку и направляемся на поиски своего волка, ведь лес большой и волков хватит на всех. Поэтому каждой героине достанется свой, индивидуальный. А после этого вновь в гости к бабушке. И так по кругу, пока у нас не кончатся все шапочки. После этого нам предлагают сыграть за девочку в белом, что помогало героиням искать выход на тропу. У этой девочки нет своего волка, поэтому ее цель просто посетить бабушку. После этого игра логически заканчивается, правда вы можете начать ее заново по кругу, так как все девочки вновь возвращаются на свои места. Вот, собственно, и все, что может поведать вам о тропе человек, с ней ознакомившийся, без лишних деталей и не вдаваясь в особые подробности. То, что он сможет рассказать помимо того, что я уже озвучил, будет лишь собственными догадками и домыслами. Им я и хочу посвятить оставшуюся часть видео. Хочу обратить внимание, что все теории по тропе, о которых сейчас пойдет речь, являются личным мнением фанатского сообщества и просто поклонников игры, и я не имею к их созданию ровно никакого отношения. Лишь в конце сделаю какие-то выводы и поделюсь уже своим мнением. Также хотелось бы поблагодарить поклонников ЗПС, которые предлагали собственные теории, анализы и разборы. Начнем, пожалуй, с теорий, касающихся каждой девочки по отдельности, а потом познакомимся с теми, которые задевают всю вселенную целиком. Робин пережила смерть родственника или питомца. Робин – младшая из сестер, ей 9 лет. Как и любой ребенок, она хочет играть, веселиться и наслаждаться беззаботным детством. Но это самое счастливое детство омрачает смерть родственника либо домашнего зверька. Люди смертны, они умирают и оказываются в земле, как цветы. «Я еще маленькая, я плохо это понимаю», — говорит она. Девочка слабо представляет, что есть смерть, но ей уже пришлось столкнуться с ней в столь юном возрасте. Приверженцы теории о кончине близкого Робин существа указывают на символизм места, где происходят ключевые для истории ребенка события – кладбище. Тревожный красный свет, заброшенные надгробия, мертвый птенец – все в совокупности создает мысль о том, что жизнь конечна для любого живого создания. Только в силу возраста Робин не может этого осознать в полной мере, поэтому она бесстрашно забирается на спину к оборотню
и они отправляются в путь, дабы монстр показал, что там, на другой стороне, и убедиться лично, что с ее питомцем или родственником все в порядке. Данная теория кажется притянутой за уши и основана на пространственных догадках, поэтому расскажу еще одну, менее популярную, но довольно интересную. Есть мнение, что девочку похитили. Из всех сестер Робин больше всех похожа на классический образ Красной Шапочки, и волк у нее тоже традиционный. Если сжать мораль народной сказки в одно предложение, то оно будет звучать как «не разговаривай с незнакомцами». Довольно очевидное наставление от взрослых, применимое не только к детям. Но Робин игнорирует такую бесспорную истину. Почему? Чудовище героини – единственное из всех волков-сестер, которое одним своим видом вызывает чувство опасности и внушает страх. Но это мы его так видим, как игрок. Как же представляет себе существо девочка, нам неизвестно, но если судить по тому, как легко она идет с ним на контакт, то возможно не как покрытого шерстью зверя с огромными клыками. И мог ли в представлении Робин волк быть просто знакомым добрым дядей, но с далеко не добрыми намерениями? Сказать сложно, но вот то, что она ему доверяла ввиду детской непосредственности либо наивности, очевидно. Поэтому волк унес младшую сестру в темный лес, и о дальнейшей судьбе девочки можно только догадываться. Роуз умирает от неизлечимой болезни. 11-летняя Роуз – искренняя, добрая, скромная и стеснительная девочка. Она очень любит природу, животных и мечтает прогуляться по лесу, где живет ее бабушка. Но если принять во внимание одну из теорий, лес доступен героине только в ее фантазиях, ибо она прикована к постели и страдает от страшной болезни. Известно, что девочка хочет оказаться поближе к облакам, что может символизировать ее желание освободиться от оков своего положения и стать наконец свободной. В своем воображении она гуляет по лесу, где и встречает своего волка, который представляет собой облако тумана, в котором смутно различаются человеческие черты. Роуз добирается до этого неведомого существа на лодке, после чего оно как бы забирает героиню. На деле девочка умирает во сне в своей постели, и взаимодействие с туманом не более чем ее посмертное видение. Есть мнение, что волк Роуз – это аллюзия на Харона, персонажа древнегреческой мифологии, перевозчика погибших душ в подземное царство мертвых через реку Стикс. Есть еще несколько мнений, касающихся судьбы девочки, например, что она нашла в озере труп, и это очень повлияло на ее психику в отрицательном плане. Или версия о том, что она утонула, и рядом не было никого, кто мог бы ей помочь. И вот еще одно интересное предположение. Роуз повесилась в лесу. Эта теория основана вот на этом официальном арте. Создается впечатление, что ноги героини не касаются земли и как-то неестественно вывернуты. Сомнительная идея, появившаяся, скорее всего, из-за слишком темного фона арта, а положение ног – обычная поза Роуз, являющаяся отражением черт ее характера, таких как скромность и застенчивость. И даже если бы это было правдой, о мотивации такого поступка девочки можно только гадать. Волк Джинджер – символ приближающейся взрослой жизни. В свои 13 лет Джинджер – любопытный и озорной ребенок, любящий шалости и ребяческие забавы. Но беззаботная юность вот-вот кончится, и волк героини символизирует ускользающее детство. Зверем Джинджер является девочка в красном платье, которая на вид примерно одного возраста с главной героиней.
Дети веселятся, играют на залитом солнцем лугу, вроде все здорово, но наша подружка все стремится пропасть, исчезнуть, как бы намекая нам, что уже пора. И когда девочка в красном закрывает Джинджер глаза руками, становится ясно. Момент пришел. Детство кончилось, началась взрослая жизнь. И после этого волк девочки душит ее колючей проволокой. По мнению некоторых поклонников игры, момент с проволокой и красное платье подружки Джинджер – это символ наступления месячных у последней. Такое предположение, скорее всего, основано на трудах немецкого психоаналитика Эриха Фрома, один из трудов которого как раз и посвящен разбору сказки о Красной Шапочке. Фром утверждал, что головной убор девочки как раз является обозначением менструации и вместе с тем началом взрослой жизни, а пожирание героини волком – метафора вступлений в интимную связь. Мне не очень нравится, что почти каждая из историй героинь ZPS имеет какой-то скрытый сексуальный подтекст, поэтому давайте я расскажу не такую популярную, но более приятную теорию. Девочка в красном – это отражение сразу всех сестер Джинджер. Героиня как будто стоит на неком пороге, уже не ребенок, но еще не взрослая. Ей не интересны детские забавы Робин, но ей и также не понять, какие тяготы лежат на плечах 19-летней Скарлетт. Сестры любят ее и готовы уделить ей свое внимание, но постоянно ускользают, как ее подруга в красном платье, спеша вернуться к своим делам, соответствующим их возрасту. Поэтому у Джинджер может быть ощущение того, что сестры ее душат, пытаясь утянуть в свою сторону, но реальность такова, что с такой же увлеченностью играть в куклы с младшими уже не получится, а как решать сложные вопросы и проблемы наравне со старшими, пока неизвестно. Как быстро залитая солнцем цветочная поляна превращается в мрачный и пугающий лес. Руби связалась с плохим парнем. Руби в 15-летнем возрасте отличается от своих сестер мрачным взглядом на жизнь и интересом к теме смерти. Девушка рассуждает и выглядит как типичный юный представитель готической субкультуры тех лет. На левой ноге она носит ортопедический аппарат ортез, который молодой особе приходится пользоваться в результате полученной травмы. По ее словам, устройство приносит ей ужасную боль, что сказывается на походке, девушка заметно прихрамывает. Руби цинично и замкнута, но вместе с тем старается выделиться среди окружающих, короче, обладает качествами, характерными для подростка ее лет. Хоть Руби и является любимым персонажем поклонников игры, и анализов ее натуры и теорий, связанных с ее судьбой, предостаточно, выбрать толком не из чего, ибо все мнения так или иначе ведут в одну сторону. Знакомый парень девушки, возможно, ее возлюбленный, убил и изнасиловал готичную барышню. Да-да, снова сексуальный подтекст. Волк Руби представляет собой светловолосого парня спортивного телосложения, который терпеливо дожидается свою подругу на детской площадке, вальяжно развалившись на лавочке. Девушка робко подсаживается к нему, и молодой человек, придвинувшись поближе, предлагает ей закурить. Руби робко берет сигарету, затягивается, кашляет и переживает свою так называемую смерть. Мораль: курение убивает. В подтверждении теории об убийстве и сексуальном надругательстве приводят в качестве доказательств закрытую позу Руби. До домика бабушки она бредет, обняв себя руками, как будто с ней только что произошло что-то страшное, и она закрылась в себе. И кадры ее смерти, в которых видно ее потрескавшееся лицо, как символ серьезной психологической травмы. Многие еще обращают внимание на свернутый ковер, который знакомый девушке таскает по детской площадке, как будто пытаясь спрятать. Якобы в ковер завернут труп той барышни, которая имела неосторожность познакомиться с молодым человеком до Руби. Парня выставляют как ловеласа-потрошителя, а то, что возможно он приволок ковер на площадку, дабы повесить его на турник и выбить из него пыль, никому и в голову не пришло. Расскажу вам еще одну не самую популярную теорию. Руби так увлечена темой смерти, потому что она наблюдала ее своими глазами.
Существует предположение, что со своим белобрысым волком девушка знакома давно, и они часто совместно проводили время. В одной из таких встреч подростки решили прокатиться на автомобиле, но поездка оказалась не из приятных, они попали в аварию. Девушка получила серьезные травмы, молодой человек, будучи за рулем, отделался только царапинами. Но самое страшное в этой ситуации – они сбили кого-то насмерть. Парень замотал труп во внезапно оказавшийся под рукой ковер и спрятал его в лесу. Руби была очень поражена случившимся, но не испугана, ей просто пришло осознание того, что все мы смертны, и гибель может поджидать нас в любой момент, ведь только что она и сама была на волоске. А ее так называемый кавалер понял, что совершил убийство и что свидетели ему не нужны, через некоторое время расправился и со своей пассией. Есть версия этой теории. Волк Руби – типичный плохой парень, который влияет на нее негативно, и эпизод с сигаретой тому подтверждение. В одну из поездок молодой человек решил полихачить, не справился с управлением, и как результат наша героиня погибает, а неудачливый водитель прячет ее тело в лесу, все в том же ковре. Короче, в любом случае, первые отношения для Руби стали последними. Дровосек приходится отцом или отчимом девочек. Кармен почти взрослая девушка, ей 17 лет. Она красива, легкомысленна, любит внимание и, кажется, имеет легкую форму нарциссизма. Барышня носит обтягивающий костюм, подчеркивающий все достоинства ее фигуры, а при ходьбе вызывающе покачивает бедрами. Вероятнее всего, вниманием противоположного пола она не обделена. Многие из поклонников игры считают Кармен девушкой с низкой социальной ответственностью, и основывается это, скорее всего, вот на чем. Волк Кармен – это мужчина средних лет, разместивший лагерь в чаще леса и занятый вырубкой деревьев. Наша героиня, наткнувшись на импровизированное жилище лесоруба, начинает вести себя там по-хозяйски и даже вызывающе. Снимает с человека с топором шляпу и примеряет ее на себя, изучает палатки, разводит костер, а потом и вовсе пьет чужое пиво. Закончив работу, мужчина присоединяется к девушке, они выпивают, и Кармен ждет ее собственная смерть. Распространенное мнение, лесоруб ее изнасиловал и изрубил топором, но также есть версия, что барышня отдалась леснику добровольно. Типа она была в него влюблена. Конечно, ведь юным девам так нравятся лысые реднеки неопределенного возраста, живущие в лесу и валящие деревья. Еще считается, что Кармен просто решила пополнить коллекцию своих интимных приключений интрижкой со взрослым мужчиной, но мне кажется, что тут все гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд, и сейчас я вам об этом расскажу. У сестер есть собственные реальные блоги в интернете, где они делятся своими мыслями, впечатлениями или какими-то фактами из жизни. В личных записях они нередко упоминают свою мать, но ни разу отца, из чего можно сделать вывод, что он с ними не живет, и вспоминать о нем им по каким-то причинам не хочется. И из-за какого-то ужасного поступка и мать, и ее дочери выгнали его из дома и попросту вычеркнули из своей жизни, кроме одной из сестер, Кармен. По предположениям, этим человеком, отцом или отчимом девочек, как раз и являлся лесоруб. Так как ему некуда было идти, он поселился в лесу. Кармен регулярно навещает его, и это объясняет то, как свободно она чувствует себя в лагере. Видно, что девушка здесь не первый раз, и тут она ощущает себя как дома. Так что же такого совершил мужчина, что ему пришлось покинуть дочерей и жену? Просто в один момент скрылась правда о том, что будущий отшельник неоднократно подвергал Кармен сексуальному насилию еще в юном возрасте. Так какого черта девушка продолжает ходить к нему в лес? Скорее всего, у нее стокгольмский синдром, травматическое расстройство, выраженное в виде симпатии или сопереживания к похитителю или насильнику. Кармен сочувствует агрессору и испытывает некое единение с ним. И это пересекается с теорией о том, что, несмотря на популярность девушки, она довольно одинока и желает поддержки и любви. Только тут эта самая поддержка и любовь приобретает отвратительно извращенную форму, благодаря напрочь сломанной психике юной девы. Так что одна из старших сестер, несмотря на то, что с ней произошло, продолжает ходить в лагерь к лесорубу, и они там занимаются, сами понимаете чем.
Женские стоны за закрытой дверью в домике бабушки принадлежат именно Кармен. Мог ли лесник в какой-то момент убить дочь? Скорее всего, нет. Срубленное дерево, опять же в домике у бабушки, и красный крест на лице у девушки, что мы можем наблюдать в кадрах ее смерти, такими крестами лесоруб помечал подлежащее уничтожению растения в лесу, могут быть метафорой загубленного детства и сломанной психики. Только один вопрос остается открытым. Девочка в белом находилась в лагере лесника на тот момент, когда там происходили все эти события. Почему она не попыталась как-то этому воспрепятствовать? На этот счет у меня есть мнение, но я хочу рассказать о нем в самом конце видео. Это одна из самых неприятных и шокирующих теорий, поэтому хочу разбавить не самые лучшие ощущения от нее, другой, очень короткой и весьма необычной. Есть предположение, что Кармен трансвестит, просто парень в женской одежде. Живите теперь с этим. Скарлетт страдает ОКР. Скарлетт, самая старшая из сестер, ей 19. Она педантична, строга и консервативна. Несмотря на то, что она взрослая, на ее плечах лежит слишком много ответственности. Ей приходится присматривать за младшими девочками и содержать в порядке дом, ибо матери по каким-то причинам не до этого. Единственная ее страсть – это музыка, на занятия которой, к сожалению, остается слишком мало времени из-за домашних хлопот. Скарлетт встречает своего волка в заброшенном открытом театре, который расположен в лесу. Ее личное чудовище представляет собой высокого седого мужчину в длинном плаще. Предполагается, что он является наставником девушки. Волк наблюдает со стороны за игрой Скарлетт на пианино, что-то подмечает для себя и подходит к барышне, дабы что-то подсказать ей и подправить исполнение мелодии. Занавес на сцене театра медленно опускается, скрывая наших персонажей, и это означает гибель нашей героини. Что же произошло? Считается, что мужчина в плаще убил Скарлетт из-за зависти, ибо она владела музыкальным инструментом лучше его. Также есть мнение, что музыкант управлял девушкой как марионеткой и манипулировал ею, но кажется, что тут все куда проще, чем могло бы казаться. Красные нити, что можно наблюдать в кадрах смерти, символизируют рутину, в которой погрязла старшая из сестер, как в паутине, без возможности из нее выбраться. Единственной ее отдушиной была музыка, которой девушка уделяла меньше времени, чем ей бы хотелось. Услышав от младших девочек, что в лесу есть заброшенный театр с пианино, она отправляется отыскать это место, несмотря на то, что лесная чаща никакого удовольствия ей не доставляет. Найдя заброшенное архитектурное строение, она видит за инструментом пианиста, который исполняет потрясающую мелодию. Дождавшись, пока мужчина закончит играть, Скарлетт присаживается за инструмент и пытается повторить тот самый мотив, который только что воспроизвел музыкант, но, к сожалению, ее навык исполнения далек от идеала. Считается, что это событие стало последней каплей для старшей сестры. Поняв, что у нее нет возможности вырваться из той монотонности и рутины, что ее окружает, и никогда не достичь совершенства в том деле, что было смыслом ее существования, она принимает решение покончить с жизнью. Кто-то считает, что она повесилась, кто-то, что употребила яд, но итог все равно одинаков. Немного отступлюсь от чужих теорий и осмелюсь высказать собственное мнение. Могу предположить, что девушка страдала ОКР, и осознание того, что ей не достичь идеального порядка вокруг и безупречного исполнения мелодий, окончательно сломило ее. Если очень кратко и упрощенно, то обсессивно-компульсивное расстройство выражается в маниакальном стремлении к чистоте и порядку, к симметрии во всех окружающих вещах в результате тревожных и навязчивых мыслей. Скарлетт считает лес грязным и темным, брезгливо отмахивается от паутины, пытается не поддаваться панике, когда забывает карту, блуждая меж деревьев, а об этом можно прочитать в ее живом журнале. Ибо страх не иметь под рукой того, что может пригодиться, одна из навязчивых идей, присущая ОКР. Также имеет смысл обратить внимание на домик бабушки, там все очень стерильное, в чехлах.
Особый интерес представляют книги. Если дойти до жилища родственницы, не сворачивая в лес, то тома аккуратно разложены по полкам. Если добраться после встречи с волком, сложены на полу неаккуратными стопками. Лекарством Скарлетт являлась музыка. Именно в мелодиях она видела гармонию, идеальный порядок нот. Но все испортил пианист, указав на ошибки в ее исполнении, или как вариант, что музыка тоже бывает атональная. Он отнял последнюю надежду и опору девушки, показав, что нет в мире совершенства. И все эти красные нити на кадрах смерти – это вовсе не метафора манипуляции или рутины, а символ болезни, которая не дает свободно жить юной деве. Ну и в заключение, короткая дурацкая теория. Скарлетт вынуждена стала приемной матерью, и ей приходится заниматься домом и сестрами, потому как их мать проводит большую часть времени вне их жилища, в компании других мужчин. То есть их мать – женщина не самого тяжелого поведения, и, возможно, досуг с противоположным полом – единственная возможность прокормить семью. Поэтому ее старшей дочери не приходится мечтать об учебе, работе, а тем более о музыке. Так, с отдельными теориями каждой из шапочек я разобрался. Теперь хочу обратить внимание на общие, которые затрагивают все целиком. Волков, лес, бабушку, девочек, дом и прочее. Лес – это лимб. Олимп в христианской католической традиции считается местом между раем и адом, в котором пребывают души, которые по каким-то причинам не заслужили ни вечных мук, ни райского блаженства. Из лимба нет выхода, поэтому эти самые души бесцельно шатаются по нему в ожидании страшного суда, испытывая при этом невыносимую скуку. Сложно представить, что лес из игры мог бы существовать в реальности. Рядом друг с другом прекрасно соседствуют кладбище, театр и детская площадка. Предметы тоже не особенно вписываются в интерьер глухой чащи. Работающий телевизор, разбитый автомобиль, двухголовый медведь. Если принять эту версию как правдивую, то можно предположить, что девочкам только и остается, что бродить по лесу и вспоминать те моменты жизни, когда они еще были живыми, в том числе и неприятные, такие как встречи с волками, которые могут символизировать жизненные трудности. А как мы знаем, после того, как все шапочки пройдут свой путь, все можно начать заново, и еще раз, и так до бесконечности. Их пребывание в лимбе закольцовано, ровно как и сам лес. Можно также предположить, что все они находятся не в лимбе, а в аду, ибо каждая из сестер грешна. Где-то читал, что каждая из героинь, включая девочку в белом, символизирует собой один из 7 смертных грехов. Ну там уныние, гордыня, похоть, все вот это вот. Я ради интереса попытался соотнести персонажей с этими самыми грехами, и у меня ничего толкового не вышло. Лично я склоняюсь к версии о том, что все сестры страдают психическими расстройствами. Скарлетт, как я уже упоминал, ОКР, Джинджер – шизофрения, Руби – депрессия и тому подобное. Просто интересный факт, ни к чему толком не относится, но может быть кому-то будет интересно. Рабочее название игры The PS было 144. Число 144 тысячи очень часто упоминается в Библии, например, именно столько людей спасется после апокалипсиса. Все шапочки – один и тот же человек. Существует очень много противников этой теории, указывающие на очевидные противоречия данного мнения. У девушек есть конкретные даты рождения, не совпадающие друг с другом, они все очень разные внешне, да и не может так сильно мотать человека эмоционально в течение всего пары лет. Ну, в сюрреалистичном лесу, в котором водится оборотень и телевизор работает без электричества, возможно всякое. Сюжет «Тропы» – это история превращения маленькой девочки во взрослую женщину, борьбы с жизненными невзгодами, преодолением и принятием трудностей, формированием личности такой, какой мы ее видим на каждом этапе развития. И эти стадии изменения индивидуума перетекают из одной в другую. Вот беззаботный ребенок, верящий в сказки, вырастает в застенчивую мечтательницу, витающую в облаках.
которой потом придется стать озорной девчушкой, и ей придется пережить расставание с лучшей подругой. Далее следует превращение нонконформистскую фигуру, которой предстоит испытать первое чувство влюбленности и прочувствовать горький опыт неудачных отношений, в результате которых сделать выводы, осознать свою сексуальность и стать яркой девушкой-обольстительницей. После всего вырасти и посвятить себя семье, но не забывая о развитии и стремлении к мечте. Если все девицы это одна и та же личность, то кто она, эта личность? Многие считают, что бабушка. Все события, происходящие в игре, это разные этапы ее жизненного пути, которые она заново переживает в предсмертном сне. Встреча с волками – это те события, которые повлияли на бабулю как на индивида, только эти случаи, обусловленные сном, извращены и метафоричны. Девочка в белом – единственная, у кого нет своего волка, воспоминаний и реакций на окружающий мир. Считается, что она является смертью бабушки, финалом ее жизненного пути. По сути, эта теория – поверхностный взгляд на историю красных шапочек, но она имеет право на существование ровно так же, как и все остальные. Теперь мне хотелось бы даже не рассказать собственную теорию, а скорее подвести итог всему вышесказанному и высказать собственное мнение по поводу тропы. Оно не будет оригинальным или раскрывающим игру с какой-то совершенно неожиданной стороны, но содержит одну важную мысль. Все может быть гораздо проще, чем пытается казаться. Игре The Pass уже 11 лет, и до сих пор поклонники не забывают любимое произведение. Пишут фанфики, рисуют фанарт, создают теории, анализируют характеры персонажей, организуют косплей-съемки. Короче, делают все возможное, чтобы продлить жизнь истории о 7 девочках, их бабушке и страшных серых волках. Так почему тропа настолько плотно засела в памяти игроков на столь долгое время? Все дело в ее недосказанности, таинственности, сюрреалистичности, атмосферности, в общем, во всем том, что так или иначе присуще артхаусу, о чем я говорил ранее. Открытый финал и свобода трактовок позволяет жить игре в сердцах и умах фанатов. Простор для фантазии в толковании сюжета и персонажей – это намеренный шаг со стороны разработчиков. Нами, людьми, всегда движет любопытство и привлекает тайны. Было так захватывающе гадать, кто же убил Лору Палмер и что на самом деле происходит на чертовом острове. И если вы хорошо знакомы с сериалом Lost и Twin Peaks, то вспомните, какое разочарование вас ждало, когда вы узнали о развязке этих историй. Поэтому, если бы Михаэль и Аурея, создатели ZPS, в конце нам выдали четкий ответ на вопрос, а что же тут такое все-таки происходит, то для поклонников это бы стало очень большим ударом, так как их представления не совпали с реальностью. Разработчики для игроков стали бы чем-то вроде пианиста для Скарлетт, и потому тропа потеряла бы свою культурную ценность. И я осмелюсь предположить, что создатели игры сами мало представляют, о чем же их творение. Они придумали основную фабулу, а потом к ней прикрепили некое количество деталей. О том, что это, о чем это, какова мораль, со всем этим они оставили разбираться игрокам. С чем они, кстати, весьма неплохо справляются. Но и все-таки кое о чем разработчики обмолвились. Ситуация и посыл в игре один, а шапочки это просто взгляд на обстановку с разных точек зрения. Если руководствоваться тем, что в ZPS нет какой-то особой глубины и потаенных смыслов, а все лежит на поверхности, то о чем же она может быть на самом деле? Игра называется не «Страшные волки», «Дремучий лес» или «6 шапочек и одна в чаще», а именно «Тропа». То есть акцент на аккуратно протоптанной дороге, залитой солнечным светом. Она приветливая и безопасна и ведет прямо к намеченной цели – домику бабушки. Но если пройти напрямую, нас ждет неудача. Придется все же свернуть в лес и все-таки встретиться с препятствиями.
Что-то похожее встречается и в жизни. У нас есть прямой маршрут до цели, на котором не поджидает никаких сюрпризов, но добираемся мы почему-то все равно окольными путями. Что нами движет, когда мы сворачиваем с проторенного пути? Скорее всего, банальное любопытство. В результате столкновения с трудностями и преодолевая препятствия, мы становимся теми, кто есть, получаем бесценный опыт, пускай и негативный. Да и сложно оценить достигнутое, если оно далось тебе слишком легко и никак тебя не изменило. А как мы видели, каждая из девочек свой жизненный урок получила. Многие сходятся во мнении, что их смерти метафорические и ведут к перерождению и формированию новой личности. Так чем же является дом бабушки? Это концентрация мыслей, страхов и переживаний, выраженных в абстрактном ключе. Наверное, каждый испытывал в своей голове ту карусель негативных воспоминаний, которые донимают нас перед тем, как мы пытаемся уснуть. И чем больше мы погружаемся в сон, тем размытее и сюрреалистичнее становятся образы. Для героини это как раз может означать то, что они пропустили через себя негативный опыт и приняли его, что поможет сформировать и укрепить свою личность. Кем же является девочка в белом? Думаю, что как физического тела ее попросту не существует. Я бы назвал ее здравым смыслом, что ли. Когда одна из шапочек останавливается посреди леса в сомнении, куда идти дальше, персонаж в платьишке оказывается рядом, дабы вывести героиню на безопасный путь, как бы отводя от грядущей опасности. В жизни мы тоже очень часто сомневаемся перед тем, как сделать какой-либо опрометчивый поступок. Разум подсказывает нам об опасности, глупости или нецелесообразности принятых решений, но любопытство толкает вперед. Девочка в белом не присутствовала ни на одном из моментов смертей девочек. Могу предположить, потому что они считали свои поступки правильными, и никакая опасность им не угрожает. Кроме одного момента. Помните, я говорил, что она находится в лагере, когда Кармен навещает лесоруба? Ее поведение странно. Она то залезает в палатку, то вылезает из нее. Если принять во внимание, что между Кармен и дровосеком действительно происходил секс, а героиня в белом на самом деле является совестью девушки, то такие действия вполне объяснимы. Кармен понимает, что происходит что-то до ужаса неправильное, но вместе с тем ей это нравится. А девочка как бы является иллюстрацией на ее душевные терзания. Зачем же тогда девочка в белом идет к бабушке в конце? Честно говоря, понятия не имею. Это своего рода подведение итогов, завершение истории, финал. То, что все происходящее в игре опыт одного конкретного человека, отрицать глупо. Правда, этот опыт не персонажей тропы, а именно игрока. Именно мы своими глазами видим происходящее, по-своему его интерпретируем, домысливаем, развиваем. Каждый человек видит что-то свое, и в этом прелесть ZPS. Экспириенс будет у каждого разный, и он не то чтобы игровой, а скорее мыслительно-творческий. Игры, которые нацелены на развитие фантазии, нужно ценить, несмотря на то, что в действительности они могут не нести в себе вообще ничего. И если серьезно, в ZPS нет ничего принципиально нового. Создатели игры прочли все версии сказок о Красной Шапочке, посмотрели фильмы, изучили труды по психологии, где хоть как-то упоминался данный персонаж, и на основе этого создали что-то вроде компиляции всех идей, что им удалось почерпнуть из огромного количества работ. Почти каждый элемент отсылается к тому или иному произведению, но в этом нет ничего плохого. Классическая сказка вернулась к своему первозданному мрачному окрасу и как будто обрела изначальную мораль. Не разговаривай с незнакомцами. Особенно, если ты один в темном лесу. Детишкам маленьким, не без причин, а уж особенно девицам, красавицам и баловницам, в пути встречая всяческих мужчин, нельзя речей коварных слушать, иначе волк их может скушать. Сказал я, волк, волков не счесть, но между ними есть иные, путы настолько продувные, что сладко источая лесть, девичью охраняя честь, сопутствуют до дома их прогулкам, проводит их бай-бай по темным закоулкам. Но волк, увы, чем кажется скромней, тем он всегда лукавей и страшней.